Доброго времени суток подписчикам, гостям моего канала Амигурумка. Меня зовут Ирина Земская. Сегодня мы с вами будем вязать вот такого зайчика. Зайчик магнит. Зайчик у нас небольшой, маленький, очень аккуратный. Висит на холодильнике, не мешается. Так, свяжем зайчика, сделаем плакат для зайчика. Надпись пишите любую, какую хотите. Все на ваше усмотрение. Зайчик у нас вяжется сверху вниз. Все детальки, хвостик, ушки, ручки, все это ввязывается в процессе вязания. Пришивать мы будем только глаза. Так же самое у нас вышивка будет на ножках. Здесь тапки у нас приклеиваются, тапки вяжутся отдельно. Ну и все, и такой зайчик у нас получится. Кто боится вышивки, не бойтесь, все очень просто. Ничего сложного в этом нету. Тем более вышивка не обязательно, чтобы она была четкая, ровная. Здесь даже чем кривее, тем интереснее получается наш зайка. Вот так, еще мало ли я забуду во время работы, да? Все, например, ниточки, когда мы будем пришивать глаза, вышивать мордашку, все ниточки мы крепим сзади в одном месте, куда примерно в это место мы потом будем клеить магнитик. Это проще и более эффективнее как бы будет фиксация, да? Тут можно приклеить прям на узелочке закрепленные ниточки. Ну, а зайки вроде бы все, да? Зайки разные, пряжу берем разную, какая у вас есть, какой вам нравится вязать, и вяжем. Я вяжу этих зайчиков из пихорки. Поэтому и тапки, и все остальное. Такой горчичный зайчик. Ну, переходим к материалу. Для вязания зайки нам понадобится основной цвет пряжи. Я сегодня буду вязать цветом суровый. Вот номер 166. Такой цвет. Очень нежненькие. Вот эти два зайчика, они связаны таким цветом основным. Это основной цвет. Также нам нужен белый цвет для вязания глаз. Напоминаю, вяжу пихоркой. В 50 граммах 200 метров. И также немножко понадобится, совсем чуть-чуть пряжи двух цветов. Это у нас потемнее. Можно любой брать, хотите хоть белыми, да, вяжите тапочки. Все на ваше усмотрение. У меня будет подошва такая серенькая и верх такой сиреневый. Вот такие тапочки у меня будут. Также нам понадобится проволока. Примерно, может, сантиметров 12. У нас проволока идет от начала этой ручки до начала этой, да? Вот так идет каркас. Можно делать без каркаса, но тогда ручки не будут держать такую форму. Поэтому будем использовать проволоку, изоленту. Также нам понадобятся кусачки, круглозубцы. Обязательно клей, момент кристалл. Можно использовать любой, какой вам нравится. Ножницы. И для вязания нам понадобится 2 крючка. Зайку, тапки мы будем вязать крючком номер 2. Вот таким. Номер 2.
А глаза мы будем вязать крючком 1,75. Но здесь его не особо видно. Вот 1,75 миллиметра. Вот такие крючки. Для того, чтобы глаза были намного меньше. Не крупные, не большие. И вяжем их туго, как можно поплотнее. Для вышивки наших ужимок у зайчика можно любой пряжей вышивать. Можно вышивать обычными швейными нитками, черными, коричневыми, без разницы. Хоть зелеными. Я буду вышивать нитками мулине, цвет 32-19. Вот такими. Также, пока не знаю точно, но возможно понадобится обычный пинцет. Для чего? Для того, чтобы брать полубусинки и их клеить. У меня бывает, когда могу руками, когда ни в какую, и приходится прибегать к помощи пинцета. Также здесь у меня на салфеточке лежат вот маленькие полубусинки 4 миллиметра для моего зайчика. Вы можете взять больше. Это уже на ваше усмотрение. Можно один глаз сделать большой, другой поменьше. От этого будет зайчик даже интереснее. Только наоборот, здесь маленький, да, и здесь большой, или можно менять местами. Также вот такой магнитик. Вот такая таблеточка, магнитик. Клеится очень хорошо, мне нравится. И клей, кстати, тоже хорошо его держит. Вот уже сколько зайчики висят, все, вот попробуй отдери, называется. Клей хорошо его держит. Такой магнитик. Где покупала, почем покупала, это было давно и неправда, поэтому говорить не буду. Возможно, даже этого магазина сейчас и нету. Покупала их недешево. На Алиэкспресс, возможно, можно найти подешевле. Также нам понадобится пастель. Цвет. Все это вы выбираете сами. У меня, например, здесь зайчик, да, вот. Он тонирован полностью оранжевым. Ну, щечки. И также сам ротик, ушки. Ножки и вокруг глаз уже тонированы вот таким, как бы коричневым. А так таким оранжевым. Этот зайчик, здесь немножко у него губки поярче, да, красным тонированные. Все остальное, здесь ушки оранжевым, и тут именно наши ужимки, вот, да, и бровки тоже тонировано коричневым. Все это на ваше усмотрение, как хотите, какой вам цвет больше нравится. И еще вот такая нам понадобится палочка, выручалочка, палочка для суш, для набивки. Очень-очень полезная штучка. Постоянно ей пользуюсь, также сама пользуюсь, когда набиваю мелкие детали ножницами. Без них вообще никуда. Также нам понадобится кисточка. Любая. Вот я первую попавшуюся возьму. Правда, она темненькая, но она уже нет, красит еще. Вот. Любая кисточка для тонировки. Будем тонировать зайчика. Тонируем ножку только одну, вышиваем ножку только одну, потому что эта ножка в тапке, и там ничего не видно, тонирована она или нет. Так, для пришивания понадобятся обычные иголочки. У меня здесь и с маленьким ушком, и с большим ушком, поэтому все будет потом подбираться. С большим ушком для пришивания глаз, потоньше, поуже для вышивания наших морщинок, бровок. Также понадобится гелевая ручка. Можно обычную ручку взять, но желательно черную. Это смотря какого цвета у вас будет плакат сделан. У меня гелевой ручкой надпись сделана. Также нам понадобится зубочистка и
бумага для черчения. Она поплотнее, чем, например, взять альбом. Намного плотнее. И мне с ней удобнее, например, работать, да, делать плакат. Это все вырежем, все сделаем. Покажу как. И я не подготовила, но еще нам понадобится скотч. Как вы видите, да, есть такой блеск. Я как бы заламинировала эту надпись, потому что мало ли кто-то что-то прольет, капнет. И чтобы это все у нас надпись не растеклась, я это все даже заметно, да, вот проклеила скотчем. Просто так раз скотчем завернула, обрезала края и все. И у нас такая табличка получилась. Вот, тут даже видно, вот, да, край скотча. Но зато будет понадежнее, как бы защищена наша надпись. Ну, кажись, по материалам все. Если что забыла, в процессе вязания это все всплывет. Да, наполнитель. Наполнитель берем любой, какой у вас есть, кроме ваты. Потому что вата это не важный наполнитель. И еще, возможно, мне понадобится счетчик рядов. Я бывает им тоже пользуюсь, чтобы не теряться в рядах. Ну все, поехали вязать зайчика. Так, начинаем вязать кролика основной пряжей. Вяжем уши, 2 штучки. Для этого набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Со второй петли от крючка вот 1 петелька и вторая. Со второй петли вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше вяжем 3 полустолбика с накидом. Делаем накид. 1, 2, 3. Дальше 2 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот так. И теперь 8 столбиков с накидом мы провязываем в последнюю петелечку, в одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Теперь вот, чтобы у нас тут такого отверстия не было, да, мы затягиваем ниточку нашу. Затягиваем посильнее, чтобы все у нас стянулось. И дальше при вязании я буду эту ниточку ввязывать, как бы конец, да, или наоборот начало нашего вязания. Вот эта ниточка, которая осталась, я ее не обрежу, потому что все распустится, я ее буду ввязывать. Вяжем за оставшиеся полупетли. Вот они у нас. 2 столбика с накидом за полупетельку. Ниточку
Вот я проткнула и ниточку ложу на крючок и провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Дальше вяжем 3 полустолбика с накидом. Накид. 1, 2, 3 и 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Делаем как бы такую воздушную петельку, да, для закрепления. И обрезаем, оставляя маленький конец. Ушки мы будем вязывать, нам не нужна нить для пришивания. Этот кончик, который мы ввязывали, я его просто обрезаю. Ну вот, ушко готово. Таким же способом вяжем второе ушко. Вот у меня 2 ушка. Связали и отложили. Они нам пока не нужны. Дальше мы вяжем руки. Руки также вяжем 2 детальки. Для ручек набираем. Кто вяжет кольцо амигуруми, вяжет кольцо амигуруми. Я же вяжу 2 воздушные петли и во вторую петельку от крючка провязываю 7 столбиков с накидом в одну петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова затянули. Хорошо. Так же само, как и при вязании ушек, я ниточку буду ввязывать по ходу вязания. И для начала я возьму контрастную ниточку дополнительную. Это будет мой маркер. Так. Ставим маркер в начало ряда. И дальше. Со 2 по 11 ряд, это получается всего у нас 10 рядов, мы вяжем 7 столбиков в каждом ряду. Без изменений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Второй ряд готов. И так вяжем еще 9 рядов, да? Всего у нас должно получиться с первого ряда до последнего 11 рядов. 7 столбиков в ряду. Вяжем. Так, вот мы провязали 11 ряд. И теперь делаем соединительный столбик. Воздушную петелечку. Затянули.
И обрезаем ниточку. Длинный конец не оставляем. Коротенький. Ручки будем вязывать. Вот и все. Наша ручка готова. Вяжем еще одну ручку. Вот такие две штучки получится. Ручки пока откладываем. Нам они сейчас не понадобятся. Так, вяжем хвостик. Снова основной пряжей. Набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Затянули. Второй ряд. Во втором ряду вяжем без изменений 5 столбиков по кругу. 1, 2, 3. Смотрим, чтобы деталька не вывернулась наизнанку. 4, так, 5. Так, кончик прячем, как можем, чтобы он нам не мешался. Теперь в третьем ряду мы будем вязать за оба полотна. Ввели здесь крючок и насквозь как бы продеваем, да, хвостик вот так. И так провязываем 2 столбика. 1 и 2. За эти 2 столбика мы будем ввязывать хвостик в тело. Теперь делаем такую воздушную петельку, затянули и обрезали. Длинный конец вставлять не нужно. Ну вот такой хвостик у нас получается. Так, вяжем ноги, 2 детальки. Основным цветом набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Со второй петли от крючка 1, 2. Продолжаем вязать. Вяжем прибавка в одну петельку, 2 столбика. Дальше 3 столбика. 1, 2, 3. И 4 столбика в последнюю петельку. 1, 2, 3, 4. Затянули. Я снова буду вязывать кончик. Кончик нити буду вязывать по ходу вязания. Вяжем за оставшиеся полупетли 3 столбика. 1, 2, 3. И в последнюю петельку провязываем прибавку. 2 столбика в одну петлю. Прибавка.
Вот первый ряд готов. В ряду у нас 14 столбиков получается. Ставим маркер. И дальше 2 ряда, второй и третий, вяжем без изменений. 14 столбиков в ряду. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Второй ряд готов. Вяжем еще один ряд. 14 столбиков в ряду. Провязали третий ряд. Вяжем четвертый ряд. Провязываем убавку за передние полупетли. Убавка. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Снова убавка. И 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Четвертый ряд готов. В четвертом ряду у нас 12 столбиков. Так, дальше вяжем 5 и 6 ряд. 12 столбиков в ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Пятый ряд провязали, вяжем шестой. Также само 12 столбиков без изменений. Провязали шестой ряд. Вяжем седьмой ряд. Провязываем убавку за передние полупетли. Убавка. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Убавка. И снова 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Провязали седьмой ряд. В ряду у нас 10 столбиков. Вяжем восьмой ряд. В восьмом ряду вяжем без изменений 10 столбиков по кругу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали восьмой ряд. Теперь вяжем девятый ряд. В девятом ряду провязываем убавка.
3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. И снова 3 столбика. 1, 2, 3. Так, провязали. Теперь набиваем детальку. Набиваем не в камень, набиваем так, чтобы деталька у нас оставалась как бы приплюснутая и держала такую форму. В шарик превращать ногу не нужно. Так. Вот набили. Вот такая деталька приплюснутая остается в форме ножки. Продолжаем вязать дальше. Дальше мы будем с вами. Так, нам надо выровнять ряд. Я провяжу еще один столбик. И теперь мы будем вязать за оба полотна. То есть детальку вот так насквозь провязывать. Так нам по детальке надо провязать 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Делаем воздушную петельку, ниточку обрезаем, конец нити оставляем короткий. Вот такая ножка у нас получилась. Вяжем еще одну ножку. Так, одна ножка, вторая ножка. Вот такие лапули готовы. Пока откладываем их в сторонку.